Скала высотой более 30 футов, обрывающаяся в море, была идеальным местом для строительства. Одинокий дом, возвышающийся над волнами, казался не просто архитектурным проектом, а настоящим шедевром. Я рискнул вложить все свои сбережения, чтобы превратить эту мечту в реальность. Строительство началось весной 2020 года. Первые дни были полны энтузиазма. Рабочие расправляли свои инструменты, и вскоре появилось основание дома. Проблемы начали возникать с первых же недель, поставки материалов задерживались. Целая партия кирпичей не достигла места строительства из-за проблем с транспортировкой. В результате было решено закупить альтернативные материалы. Участок оказался сложным для работы. Природные условия требовали большего времени на выполнение всех работ. Я не терял надежды и организовывал каждый этап, несмотря на трудности. Лето принесло новые испытания. Работы по возведению стен начались только в июле. Рабочие трудились под палящим солнцем, но вскоре выяснилось, что выбранные мною материалы не соответствуют заявленным характеристикам. Несколько стен начали трескаться еще до завершения строительства. Я провел несколько ночей, анализируя варианты решения проблемы. Пришлось принять трудное решение и обратиться к новым поставщикам. С осенью пришли не только дожди, но и неожиданные соседи. Я удивился, обнаружив, что к скале стали приходить дикие животные. Однажды, вернувшись на строительную площадку, я увидел, как группа коз с удовольствием поедает оставшиеся обрезки материалов. Это было одновременно забавно и настораживающе. Они, похоже, чувствовали себя хозяевами на этом участке. Я понимал, что если не приму меры, вскоре дом станет не единственным объектом на скале. К зиме строительство наконец-то подошло к финалу. Дом стал выглядеть завершенным, но выглядел ли он таковым на самом деле? Ветер и дождь ставили под сомнение все мои усилия. Первые сильные штормы выявили недостатки в крыше. Крыша протекала, и я был вынужден снова вызывать рабочих. Я наблюдал, как они вновь поднимаются на скалу, и испытывал страх, сможет ли дом выдержать натиск стихии. Приходилось постоянно сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами, но я продолжал надеяться на лучшее. В конечном итоге я решился на радикальные меры — временно установить дополнительные конструкции, чтобы укрепить крышу. Это потребовало дополнительных затрат и времени, но я понимал, что иначе могу потерять все, что было сделано. Постепенно дом превращался из статуса мечты в реальность, однако трудности не закончились. Время шло, и вскоре начались новые испытания. К зиме я столкнулся с серьезной проблемой — недостаток финансирования. Все расходы на строительство начали накапливаться. Я понимал, что нужно искать дополнительные источники дохода, чтобы завершить проект. Сначала я решил временно приостановить работы и заняться поиском подработки. В это время на скале оставались только базовые конструкции, а внутри дом выглядел почти пустым. Я начал работать в местном кафе, которое находилось в небольшой деревне в нескольких милях от моего участка. Каждый день, иногда даже по 12 часов, я обслуживал клиентов, но моя голова была занята лишь одной мыслью — как закончить дом. Вместо того, чтобы наслаждаться общением с местными жителями, я постоянно думал о том, как вернуться к строительству. После нескольких недель такой жизни мне удалось накопить немного денег. Я вернулся на участок, чтобы оценить текущее состояние дома. Внутри стояла жуткая пустота, и это только усиливало тревогу. Я решил пригласить знакомых рабочих, чтобы они помогли мне завершить внутренние отделочные работы. Они согласились, но с одним условием: я должен был обеспечить материалы и покрыть их услуги. Сбор средств стал настоящим испытанием для меня. Я продал некоторые вещи, которые остались от прежней жизни, и использовал все сбережения, чтобы закупить необходимые отделочные материалы. Наконец я смог вернуться к строительству. Работы по внутренней отделке начались в марте 2021 года. Рабочие быстро взялись за дело, и я ощутил прилив надежды. Однако вскоре новое испытание заставило меня усомниться в своем решении. Одним ранним утром я услышал странные звуки снаружи. Открыв дверь, я увидел, как сильный ветер сносит часть конструкции, которую только что установили. Я в панике бросился к ним, но уже было слишком поздно. Часть крыши обрушилась, и я понял, что придется начинать все заново. В тот момент я ощущал полное отчаяние. Все мои усилия оказались тщетными. Рабочие, увидев это, начали выражать сомнения в прочности постройки. Я старался успокоить их, объясняя, что общие усилия приведут к успеху. Мы заново обсудили все этапы и решили, что нам нужно укрепить конструкцию, используя более качественные материалы.
Это добавило еще больше затрат и времени к моему проекту. Работы пришлось остановить на несколько недель, пока я искал более стойкие решения. Пока шло восстановление, я вновь начал общаться с местными жителями. Они стали делиться своими историями о жизни на скале. Я узнал, что не все дома смогли выдержать стихию. Некоторые из них были заброшены. Эти разговоры укрепили мою решимость. Я понимал, что, несмотря на все трудности, мой дом будет не только укрытием для меня, но и символом стойкости и мужества. Я не собирался сдаваться, даже когда все вокруг казалось разрушенным. Как только я вновь начал строить дом, неожиданно появились новые соседи — группа диких коз. Они стали постоянными посетителями моего участка, и каждый раз, когда я приезжал, обнаруживал, что они расправляются с остатками строительных материалов. Первые попытки прогнать их не увенчались успехом, и вскоре я понял, что козы стали частью моего повседневного окружения. Во время одной из рабочих смен, когда мы устанавливали новое покрытие на крыше, козы снова пришли в гости. На этот раз они забрались на крышу, что повергло рабочих в шок. Я почувствовал, как напряжение в команде ослабло, но понимал, что это серьезная проблема. Каждая минута на крыше стоила мне денег и времени, а козы становились настоящей угрозой для завершения проекта. Пока я думал, как справиться с ситуацией, один из рабочих предложил установить загон, чтобы держать коз подальше от стройки. Это решение потребовало дополнительных затрат, но я согласился. Мы быстро собрали забор из подручных материалов и огородили участок. Однако, как только загон был готов, я обнаружил, что козы начали находить способы прорываться внутрь. Они жевали проволоку и прыгали через забор, словно насмехаясь над моими усилиями. Ситуация ухудшилась, когда я заметил еще других животных. Группа диких птиц начала гнездиться на крыше. Они оставляли за собой перья и помет, которые портили новый покрытый слой. Каждое утро я выходил на улицу и находил новую проблему. Я чувствовал, что природа испытывает меня на прочность. Однажды, когда я пытался очистить крышу от помета, я увидел, что рядом с моим домом стоит лиса. Она наблюдала за козами, и мне стало ясно, что вскоре может возникнуть настоящая драма. Животные начали конкурировать за пространство и ресурсы. Лиса решила, что козы — отличная добыча. На протяжении нескольких дней я мечтал о том, как будет выглядеть мой дом, когда строительство закончится. Теперь же я напряженно наблюдал за животными, которые становились частью моего проекта. Я решил, что пора действовать. Я позвонил местным специалистам по дикой природе, чтобы узнать, как лучше всего справиться с ситуацией. Они посоветовали установить ловушки для лисы, но я понимал, что не могу избавиться от всех животных. С каждым днем напряжение нарастало. Я не знал, как справиться с ситуацией. Дикие животные казались противниками моего проекта, и мне нужно было найти способ сосуществовать с ними, чтобы не утратить надежду на завершение дома. Я начал принимать осознанное решение. Возможно, мой дом должен стать чем-то большим, чем просто укрытием. Может быть, он мог бы стать приютом для этих животных. С наступлением весны пришли не только солнечные дни, но и новые испытания. Ветер усилился, и каждый раз, когда я работал на крыше, ощущалось, как он бьется о стены дома. Я решил, что надо закрепить конструкции, иначе зима мог оставить следы на свежем покрытии. Рабочие снова собрались на участке, и мы начали устанавливать дополнительные поддерживающие балки. Это требовало времени, но я понимал, что без этого не обойтись. Одним из самых напряженных дней было утро, когда погода резко изменилась. Небо потемнело, и начался сильный дождь. Рабочие спешно закончили установку балок, но я знал, что этого недостаточно. Вода просачивалась в швы, и на крыше образовались лужи. Я наблюдал, как капли стекают по сторонам, порождая страх. В то время как рабочие спешили собрать инструменты, я решил, что нужно немедленно проверить внутренние помещения. Я открыл дверь и увидел, что вода уже начала попадать в дом. Внутри меня охватило беспокойство. Я взял ведро и начал собирать воду, стекающую с потолка. Каждая капля напоминала мне о том, сколько сил я вложил в этот проект. Рабочие, замечая мой стресс, пытались меня поддержать, но я знал, что надо действовать. Нужно создать временное укрытие, чтобы минимизировать ущерб от стихии. Мы быстро соорудили импровизированные навесы из подручных материалов над входами, чтобы защитить внутренние помещения. Непредвиденные обстоятельства не заставили себя ждать. Ветер усилился до такой степени, что часть нашего временного укрытия сорвало. Я смотрел, как конструкции разлетаются, и начинал терять надежду. В этот момент на горизонте появился другой вселяющий страх элемент — громкий треск. Я обернулся и увидел, как одна из старых елей, стоявшая рядом с участком, упала прямо на наш новый забор.
Рабочие немедленно бросились к месту происшествия, но мы не успели предотвратить дальнейшие повреждения. Я понимал, что это не просто случайность. Природа продолжала испытывать меня. Ветви дерева разрушили часть ограждения, а одна из коз, пытаясь сбежать от падения, попала внутрь нашего временного укрытия. Это привело к хаосу. Рабочие пытались поймать животное, а я в это время пытался спасти оставшиеся строительные материалы от воды. Ночной шторм обрушился на мой дом с новой силой. Я остался на участке, чтобы следить за ситуацией, и вдруг заметил, что ветер поднимает мелкие предметы с земли. С каждой минутой я чувствовал, как напряжение зашкаливает. Падение дерева и затопление помещений привели к катастрофическим последствиям. Я понимал, что если не действовать сейчас, проект может стать жертвой стихии. Наконец, когда шторм утих, я вышел наружу и увидел разрушение. Мой забор был сломан, крыша пострадала еще сильнее, а козы вновь забрались в дом. Я решил, что нужно что-то менять. Нельзя было позволять этому проекту быть уничтоженным из-за стихии. Я начал связываться с местными строительными компаниями, чтобы предложить более устойчивые решения для защиты от ветра и дождя. Я знал, что это будет дорого, но другого выхода не было. Каждый новый вызов заставлял меня искать пути к улучшению, и я был полон решимости продолжать. После штормового периода я осознал, что мой проект может стать чем-то большим, чем просто дом. Дикие животные, которые постоянно окружали меня, начали вызывать у меня интерес, и я задумался о создании приюта для них. В тот момент, когда я наблюдал за козами и птицами, мне стало ясно, что многие из этих животных нуждаются в защите и заботе. Первым делом я решил создать безопасное пространство для коз. Я восстановил забор, используя более крепкие материалы и добавив систему охраны. В процессе работы я заметил, что дикие птицы, гнездящиеся на крыше, тоже нуждаются в помощи. Я решил установить несколько скворечников вокруг участка, чтобы они могли спокойно размножаться и не вызывали проблем с пометом. Это потребовало дополнительных усилий, но я понимал, что нужно заботиться о всех жителях этого места. Вместе с рабочими мы начали планировать, как организовать приют. Я выделил часть территории, где мы могли бы построить вольеры для животных. Это требовало не только физического труда, но и хорошего планирования. Я изучал, какие виды животных могут приходить в этот район и какие условия им нужны для жизни. Вскоре у меня появилась схема, где разместить вольеры, кормушки и укрытия. Параллельно я начал проводить консультации с ветеринарами и специалистами по уходу за животными. Мы обсуждали, как правильно заботиться о диких животных, что необходимо для их здоровья и безопасности. Это добавило новую нагрузку на мой бюджет, но я был готов пойти на жертвы. Я понимал, что создание приюта потребует значительных ресурсов, но это казалось мне важным делом. В один из дней, когда рабочие устанавливали вольеры, я увидел, что лиса снова пришла на участок. На этот раз она не просто наблюдала за козами, а, похоже, искала еду. Я вспомнил, что ветеринары говорили о необходимости контролировать популяцию диких животных. Я решил, что пришло время действовать. Я позвонил в местную организацию по охране дикой природы, чтобы обсудить ситуацию. Они предложили установить специальные кормушки, чтобы привлечь лисиц подальше от моих животных. С помощью специалистов мы разработали план по созданию безопасных мест для диких животных, включая лисиц. Я осознавал, что приют должен стать местом, где каждое существо получит надежду на лучшее будущее. Рабочие продолжали строить вольеры, и я принимал активное участие в этом процессе. Тем временем козы продолжали находить способы сбежать из огражденного участка. Я решил, что нам нужно найти подходящий способ удерживать их. Вместе с рабочими мы начали проводить исследования о том, какие методы работают лучше всего для управления дикими козами. Это добавило еще один уровень сложности к проекту. С каждым днем я все больше осознавал, что этот приют станет не только убежищем для животных, но и отражением моей борьбы с природой. Чем больше я работал над проектом, тем яснее становилось, что он превращается в нечто большее. Я был полон решимости завершить его и создать безопасное пространство для всех, кто нуждается в этом. Работы по ремонту дома продолжались, но каждую неделю возникали новые задержки. Сначала я столкнулся с проблемами поставок материалов. Стройплощадка выглядела как поле битвы. Оставшиеся строительные материалы были разбросаны по участку, и каждый день мне приходилось искать новые решения. Поставщики не могли обеспечить нужные компоненты, и вскоре я оказался в ситуации, когда не хватало простых вещей, таких как краска или кирпичи. Это сильно затягивало процесс.
Тем временем рабочие продолжали заниматься вольерами для животных. Когда мы начали устанавливать сетку, чтобы козы не могли сбежать, я заметил, что сетка повреждена. Оказалось, что во время последнего шторма она сильно натянулась и порвалась. Я вызвал рабочих, чтобы они устранили повреждения, но в этот момент они заняты другими задачами. Каждая задержка добавляла мне нервов. В очередной раз, когда я приезжал на участок, я увидел, что козы снова сбежали. На этот раз они разорили несколько новых растений, которые я высадил, чтобы украсить территорию. Я не мог поверить, что это происходит раз за разом. Я потратил деньги и время на создание вольеров, а они продолжали находить пути к свободе. Я начал терять терпение и понимать, что мне придется найти более надежные решения. Когда я проконсультировался с рабочими о том, как решить проблему, один из них предложил использовать более прочные материалы для ограждения. Я согласился и вложил последние сбережения в более качественную сетку. Рабочие начали устанавливать ее, и на этот раз я надеялся, что это действительно сработает. Параллельно с этим я продолжал бороться с ремонтом дома. Каждый день возникали новые проблемы. После дождей я заметил, что в некоторых местах крыша снова начала протекать. Я вызвал специалиста, который подтвердил опасения. Потребовалось провести дополнительный ремонт, чтобы исправить недостатки. Вместо того, чтобы двигаться вперед, я снова оказался в процессе исправления ошибок. Также проблемы со временем не обходили стороной. Рабочие часто опаздывали или не приходили вовсе. Бывало, что я находил себя на объекте один без помощи. Я понимал, что так не может продолжаться. Решил обратиться за помощью к друзьям, чтобы привлечь больше рук к работе. Но даже они не могли уделить достаточно времени, поскольку сами были заняты. В один из таких дней, пока я пытался справиться с ситуацией на участке, я услышал неприятный звук. Это был грохот, когда одна из старых конструкций упала. Я бросился проверить, что произошло, и увидел, что часть подмостков упала на землю, повредив вольер для животных. Я почувствовал, как мрачные мысли охватывают меня. Кажется, что все, что я строил, постоянно рушится. Я знал, что надо действовать, но не знал, с чего начать. Я должен был найти способ сохранить надежду на успешное завершение этого проекта, даже когда все вокруг казалось неуправляемым. После череды неудач и постоянных задержек я понял, что мне необходимо обратиться за помощью к местным жителям. Я начал регулярно навещать ближайшую деревню, чтобы наладить общение с теми, кто живет в этом районе. На первое знакомство я пришел с простой просьбой — поделиться опытом по уходу за дикими животными и узнать о том, какие меры они принимают для защиты своих участков от непредвиденных обстоятельств. Вскоре я познакомился с несколькими местными жителями, которые, казалось, были рады помочь. Они делились своими историями о том, как множество животных приходили к ним на участки и как они научились сосуществовать с ними. Один из них, пожилой фермер по имени Виктор, особенно заинтересовал меня. Он рассказал о своем опыте в построении ограждений, которые успешно защищали его скот от диких коз и лис. Его советы оказались ценными и практичными. Однажды во время беседы Виктор упомянул о заброшенной ферме неподалеку. Он сказал, что когда-то там было много животных, и если мне нужна помощь, возможно, я смогу найти там людей, которые готовы работать с дикими козами и птицами. Это стало для меня откровением. Я решил, что стоит посетить эту ферму и узнать больше о местных жителях, которые могли бы поддержать мой проект. Когда я добрался до фермы, я увидел, что она действительно была заброшена. Однако вокруг все еще обитали дикие животные, и некоторые местные жители приходили туда, чтобы ухаживать за ними. Я встретил группу людей, которые занимались восстановлением заброшенных вольеров и привлекали диких животных в надежде на их спасение. Они с энтузиазмом приняли меня в свои ряды, и мы начали работать над проектом вместе. Работая с ними, я узнал, что многие из них пережили трудные времена, когда их собственные дома были разрушены стихийными бедствиями. Это создало уникальную связь между нами. Мы делились не только опытом, но и надеждой на лучшее будущее. Я чувствовал, что вот оно, настоящее сообщество, которое может помочь мне создать приют. Тем не менее, вскоре я столкнулся с неожиданной проблемой. Один из местных жителей начал распространять слухи о том, что мой проект может привлечь больше диких животных к его участку. Некоторые соседи начали выражать недовольство, опасаясь, что животные могут стать угрозой для их скота. Я оказался в центре конфликта, и это добавило напряжения в мою работу. Я решил организовать собрание, чтобы обсудить проект на местном уровне и разъяснить всем, какие меры я предпринимаю для защиты животных и местных жителей.
Виктор поддержал меня в этом начинании, и мы вместе собрали людей. На собрании я объяснил свои намерения, рассказал о планах по строительству приюта и о том, как мы можем совместно заботиться о дикой природе. Я чувствовал, что это ключевой момент для моего проекта. Собрание прошло напряженно, но в конце концов многие начали осознавать важность сохранения дикой природы. Я предложил создать совместный комитет, который бы следил за животными и работал на благо всех. Это стало настоящим прорывом. Лидеры местных общин согласились поддержать меня, и я, наконец, увидел возможность завершить свой проект. Теперь, когда я работал не только для себя, но и для сообщества, я чувствовал, что мои усилия начинают приносить плоды. Собрание жителей деревни стало поворотным моментом в истории моего дома. Я осознал, что теперь он стал чем-то большим, чем просто проект для меня. Местные жители начали воспринимать его как общий дом, где каждый сможет найти поддержку и помощь. Мы начали совместную работу над планами по созданию приюта, и я заметил, как люди начали объединяться ради общей цели. В ближайшие недели я организовал несколько волонтерских дней, чтобы привлечь местных жителей к строительству и восстановлению вольеров для животных. С каждым новым мероприятием все больше людей приходило на участок, чтобы поработать вместе. Мы строили загон для коз, устанавливали кормушки и создавали укрытия для диких птиц. Каждый принимал участие, и это создало особую атмосферу единства. Во время одного из таких мероприятий я заметил, как жители делятся своими историями о жизни с дикими животными. Один из соседей, Алексей, рассказал, как его коровы однажды напугали лисы, которые пришли на пастбище. Вместо того, чтобы бояться, он принял решение построить дополнительные укрытия для своих животных, чтобы защитить их от диких хищников. Эта история вдохновила остальных, и вскоре мы начали разрабатывать планы по созданию безопасных мест для всех животных в округе. В процессе работы я заметил, как местные жители начали принимать участие в обучении о дикой природе. Мы пригласили ветеринаров и специалистов по экологии, чтобы провести лекции о том, как заботиться о животных и поддерживать баланс между дикой природой и сельским хозяйством. Эти знания были важны не только для меня, но и для всей общины. В это время я также задумался о том, как дом может стать пространством для встреч и обсуждений. Я предложил создать общую зону, где жители могли бы собираться, обсуждать текущие вопросы и делиться новыми идеями. В скором времени мы организовали массовые мероприятия, такие как пикники и ярмарки, где каждый мог продемонстрировать свои навыки и таланты. Это добавило радости и вдохновения в жизнь деревни. Однако вскоре возникло новое испытание. Некоторые жители начали выражать опасения по поводу того, что количество диких животных стало увеличиваться. Они боялись, что появление приюта может привести к конфликтам с другими фермерами. Я вновь почувствовал давление и понимал, что нужно действовать. Вместе с Виктором мы организовали еще одно собрание, чтобы обсудить возможные решения этой проблемы. На встрече я предложил создать совместный мониторинг популяции диких животных. Мы могли бы установить камеры для наблюдения за поведением животных и изучать, как они взаимодействуют с сельскохозяйственными угодьями. Это помогло бы нам понять, как лучше всего сосуществовать и предотвращать конфликты. Планы создания такого мониторинга вызвали интерес и поддержку среди местных жителей. С каждым новым шагом я начинал понимать, что мой дом стал общим. Он превратился в символ единства и надежды для всех. Мы не только строили приют для животных, но и создавали сообщество, где каждый мог чувствовать себя важным и нужным. Приближалась кульминация нашего проекта — открытие приюта, которое обещало стать праздником для всей деревни. Я чувствовал, что вместе мы сможем создать нечто поистине удивительное. Наконец, долгожданный день открытия приюта настал. Я стоял перед многолюдным сборищем местных жителей, друзей и тех, кто ранее сомневался в нашем проекте. Волнение переполняло меня, я посмотрел на людей, пришедших поддержать инициативу, и ощутил радость от совместного достижения. Мы не только построили приют, но и создали сообщество, способное объединяться ради общей цели. Открытие началось с небольшого представления. Я рассказал о том, как все начиналось, о трудностях, с которыми столкнулся, и как местные жители стали неотъемлемой частью этого пути. Я подчеркнул, что этот дом — это не просто укрытие для животных, а символ нашего сотрудничества. После речи мы открыли двери приюта. Люди с интересом вошли внутрь, и я наблюдал, как их лица наполнялись удивлением. Внутри были созданы комфортные условия для животных, вольеры, корма и уютные укрытия. Я чувствовал, что все труды и усилия стоили того.
С открытием приюта началась новая глава. Местные жители активно начали участвовать в уходе за животными, многие решили стать волонтерами. Это создало устойчивую сеть поддержки, где каждый мог вкладывать свои знания и силы. Я наладил сотрудничество с ветеринарными службами, которые начали проводить регулярные осмотры животных. С каждым днем приют становился все более популярным. Новости о проекте быстро распространились за пределы деревни. Люди из соседних районов начали приезжать, чтобы увидеть, как мы справляемся с дикой природой. Я организовал экскурсии, на которых рассказывал о сосуществовании с животными и заботе о них. Это привело к росту интереса к экологии и охране окружающей среды в нашем районе. Постепенно приют стал местом, куда люди приходили не только ради животных, но и для общения друг с другом. Мы организовали фестивали и ярмарки, на которых местные жители могли продавать свои изделия и делиться талантами. Это объединило людей и сделало проект значимым для общества. Хотя впереди ожидали новые вызовы, я был уверен в нашей способности справиться с ними. Я понимал, что дом, когда-то построенный с мечтами о спокойной жизни, стал местом, где каждый живет в гармонии с природой. Я гордился тем, что смог создать нечто большее, чем просто приют. Это была история о том, как в условиях трудностей можно найти поддержку и новое направление. Мой дом на скале превратился в символ надежды. Я знал, что впереди только новые горизонты. Мы вместе создали пространство, где природа и люди могут сосуществовать, и это новое начало вдохновляло меня и всех, кто принимал участие в этом удивительном пути.